что я на входе. Посмотрите, какие здесь крутые ступеньки. Так, я пришла сейчас в самый большой зал. Тут огромная высота. Знаете, это как тест психолога, когда рисуют какую-нибудь кляксу и спрашивают, что ты видишь. Ой, вон она полетела. Очень здорово, что здесь живут эти зверьки. Ощущение, что пещера до сих пор жива. Честно, дорога — это просто какой-то ад. У меня до сих пор трясутся руки. Тоже там за каньон такой, ради которого я доехала в такую даль. Всем привет, друзья! Я продолжаю свое путешествие на машине по побережью Анталии, и сегодня я приехала в Аланию. Я думаю, многие туристы, кто любит отдыхать в Турции, были в этом городе и, конечно же, видели основные местные достопримечательности. Это знаменитый пляж Клеопатры, гора, на которой находится старая крепость и куда поднимает туристов фуникулер. Многие местные гиды и туроператоры предлагают экскурсию, конечно же, по старому городу и путешествие на пиратских кораблях вдоль побережья Алании. Эти достопримечательности находятся в пешей доступности, и их можно посмотреть, просто прогуливаясь по вечерней Алании. Я поеду немного дальше. Первая точка — это будет пещера Дим. Она находится поближе к городу, поэтому является более туристическим местом. Ну и немногие знают про такой каньон Сападеры, который находится уже подальше. И сегодня я отправляюсь туда. Ну что, я приехала к пещере. Дорога была уже, конечно, не такая хорошая, как на каньоны. Здесь она такая с такими заплатками и ямками, но тем не менее ехать можно. И недолго, от Алании буквально 12 километров. Итак, сама пещера находится над ущельем реки Димчай. И возраст этой пещеры, представьте только себе, более 1 миллиона лет. Обнаружили ее всего лишь в 1986 году, и в 1998 году она стала доступна для посещения туристов. Как видите, вот на паркинге здесь не очень много машин, всего несколько машин, даже ни одного автобуса туристического. Пойдем наверх. Здесь оборудована кафешка, туалет, какие-то мелкие магазинчики с сувенирчиками. В общем, все цивилизованно. Я на входе, посмотрите, какие здесь крутые ступеньки. Ступеньки очень крутые, местами даже приходится нагибаться, чтобы не удариться головой. Пещера сама имеет длину 410 метров и состоит из 2 залов. Один зал 310 метров и направо зал маленький 50 метров. Так, здесь я вижу какие-то уже
мокрые ступеньки. И здесь такая прохлада. Не знаю, сколько здесь градусов, наверное. Градусов 18. Вообще, конечно, удивительно. Здесь ни единой души, такая тишина стоит, что когда я перестаю говорить, аж звенит в ушах. Ну что, я сейчас иду во второй зал. Ну, только посмотрите, всей этой красоте миллион лет. Конечно, друзья, камера всего вам не передаст с этой подсветкой. Много чего на видео будет не видно. Кое-где слышно капает вода. И в конце этого туннеля будет это водоем, маленькое озерцо из воды, которая как раз-таки образовала всю эту пещеру. Правильно пишут, что когда смотришь на эти сталактиты, то представляются из этих узоров сразу разные фигуры, включается фантазия. И, знаете, это как тест психолога, когда рисуют какую-нибудь кляксу и спрашивают, что ты видишь. Вот примерно тут то же самое. Ты смотришь и видишь какого-то гномика. Ну вот, например. Там он, пещера уже уходит куда-то вниз, еще вглубь. Как будто нижний этаж. А вот такие штуки я люблю в пещерах. Посмотрите, когда снизу сталагмит, а сверху сталактит. И когда-нибудь вот здесь вот, в серединке, они срастутся, и будет одна большая колонна. Уже начинает реально капать вода прямо на голову. Так, я пришла сейчас в самый большой зал. Тут огромная высота. Я не знаю, наверное, как с 8-этажный дом. И вы знаете, что я слышала? Послушайте. Здесь живут летучие мыши. Где-то вон там в сталактитах прямо. Ой, вон она полетела. На самом деле, очень здорово, что здесь живут эти зверьки, потому что вот так действительно сохраняется ощущение вот этой древности и ощущение, что пещера до сих пор жива. Я дошла до самого конца. Здесь действительно есть маленькое озеро. Я даже сначала сама не поняла, что оно здесь есть, потому что вода в нем настолько прозрачная, что все отражается, прозрачное дно, и я долго всматривалась, чтобы понять, вообще есть там вода или нет, но она действительно есть, сверху что-то капает, и потом видны разводы. Ну что, я поднимаюсь уже назад. Пришло несколько человек. Стало уже не так уютно в моей пещере. Так, я сейчас запыхалась, потому что
долго поднималась по пещере вверх, по ступенькам. В общем, что могу сказать? Конечно, это место того стоит. Обязательно приезжайте сюда. Вообще в Алании обычно смотрят пещеру Дамлаташ, которая находится рядом с пляжем Клеопатры. В пешей доступности обычно гуляют все и туда заходят. Ну, я там была. Там делать абсолютно нечего. Она очень маленькая. Там буквально идет одна лестница вниз. Толпа народа, которая не может разминуться. И маленький зал со скамейками. Ну и, в общем-то, все. Так что, если вы хотите посмотреть действительно стоящую пещеру, лучше приезжайте сюда. Здесь не так много народа. Мне повезло погулять вообще в одиночестве в этой пещере. Так что берите либо экскурсию гидов, либо приезжайте самостоятельно на машине. Машину взять на прокат не так дорого. 15-20 евро на день. О том, как выгоднее взять машину на прокат, я рассказываю в своем другом ролике. Здесь вот будет ссылочка. Ну, и едем дальше. Сейчас у нас по плану каньон Сападере. Доехала наконец до каньона. Если честно, дорога это просто какой-то ад. У меня до сих пор трясутся руки. Тут такие серпантины сумасшедшие. Я думала, до пещеры Дим дорога плохая, но там она была просто сказочная. Здесь едешь, она узенькая, на одну машину, разминуться невозможно. Сбоку обрыв. Иногда асфальт просто заканчивается, начинается гравийка. Где-то видны оползни со скал, то есть все в камнях. Едешь ни единой души, очень сильные повороты, вверх-вниз, едешь 20-30 км в час. Не знаю, что там будет за каньон, но второй раз я бы такой путь точно не повторила бы. Особенно под вечер, очень страшно было ехать, не дай бог что случись. Там просто не было ни одной машины, ни одного человека. Сейчас я приехала на стояночку, здесь уже, слава богу, вот появились машины, люди. Здесь вот виден вот такой вот водопад. Ну и пойдем смотреть, что же там за каньон такой, ради которого я, можно сказать, по таким дорогам, рискуя жизнью, доехала в такую даль. Кстати, расстояние там указывало всего километров, наверное, 30, но они оказались просто бесконечными. Когда ты едешь со скоростью 20 километров в час, я не знаю, у меня несколько раз появлялось желание просто развернуться и поехать назад. Так, купила билетик на входе, стоил он 12 лир. И вот такую вот штучку мне пробили. У меня уже разряжается телефон, поэтому я буду без микрофона. Не знаю, насколько хорошо меня будет слышно, потому что телефон на зарядке. И еще нужно полетать на дроне. Пока я не скажу, что очень впечатлена. Здесь узкое ущелье такое, сбоку огромная скала вверх. И сделана деревянная дорожка, по которой идет
Очень много здесь туристов и местных. Место, конечно, очень красивое. Сюда стоит приехать, если вы хотите куда-то съездить недалеко от Алании. Но дорога достаточно сюда трудная. Если вы хорошо ездите за рулем, то, в принципе, можно приехать и погулять здесь. Вечером здесь практически уже никого нету. Последние люди ушли еще до меня. На дроне летать здесь было очень сложно, потому что GPS не ловит. Куда он улетел, я просто не вижу. И приходилось практически на ощупь добираться по узкому ущелью и возвращать моего малыша назад. А пока что я иду назад к машине. Мне предстоит еще спуститься назад по этой дороге в отель. Ну что ж, путешествуйте, друзья. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои следующие приключения. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!